Выходные отца в 1969 году никогда не будут забыты семьей Мартина. К сожалению, не по счастливым причинам. 14 июня того же года Деннис Мартин и его дед, отец и младший брат направились в национальный парк Great Smoky Mountains для их ежегодного семейного лагеря. В сопровождении друзей семьи и с двумя маленькими мальчиками. Деннис застенчивый мальчик, развитием примерно на год отстает от своих сверстников. Было известно, что он реагирует на любой зов своего имени даже от незнакомых людей. В тот день группа не добралась до места и разбила лагерь на ночь. 4 ребят стали играть в прятки в глухом лесу. Они захотели испугать взрослых и спрятались. Пару минут спустя 3 из 4 мальчиков выскочили из-за деревьев, но Денниса нигде не было. После того, как отец Денниса подождал несколько минут, чтобы увидеть, появится ли его сын, он начал беспокоиться и разделил группу на поиски своего сына. Время было около 4:30 дня. Дедушка Денниса Клайд добрался до станции парковых рейнджеров около 8:30 вечера. После его прибытия дождь начал смывать все возможные следы, делая поиск более трудным. Все следы были смыты, и с падением температуры примерно до 10 градусов Цельсия шансы найти Денниса становились все ниже и ниже. В последующие дни поисковая группа выросла почти до 1400 человек. Все они искали Денниса. Все это привело к тому, что даже спецназ армии США присоединился к поискам. Все было безрезультатно. Несмотря на ухудшение погодных условий, в течение следующих нескольких дней следы были обнаружены одним из отрядов. Власти приняли их за следы бойскаутов, разбившим лагерь в этом районе. Но один из рейнджеров, Дуайт МакАртур, считал, что следы скорее всего принадлежали Мартину, отцу погибшего ребенка. Поиски официально закончились в сентябре 1969 года. Деннис считался мертвым. В докладе написали, что он заблудился и погиб в ужасных условиях в ночь своего исчезновения. Однако отец Денниса был убежден, что его сын был похищен. В конце концов, кемпинг, так назывался лес, в котором они остановились, был недалеко от трассы, которую Деннис легко бы мог найти. Через несколько дней после того, как Деннис пропал, одна из семей, которая жила неподалеку, сообщила, что слышала ужасный громкий крик, прежде чем увидеть волосатого мужчину, идущего по дороге, идя через лес недалеко от того места, откуда донесся крик. Есть расхождения в их рассказах. Но некоторые говорят, что у этого человека было что-то ярко-красное, перекинутое через плечо. Деннис был одет в красную футболку в тот день, когда пропал без вести. В 1985 году охотник сообщил, что обнаружил останки примерно в 3 милях от Спенсфилда, которые, как он полагал, принадлежали молодому мальчику. Однако, опасаясь последствий за свою незаконную охоту, он держал находку при себе в течение многих лет, но кости давно исчезли. Скорее всего, разбросаны животными. Существует множество вопросов о том, что же на самом деле случилось с Деннисом Мартином. Он просто заблудился и погиб в суровых условиях, умер от естественных причин голода или даже нападения животных, или с маленьким мальчиком случилось что-то гораздо более страшное. В любом случае, неразгаданная тайна Денниса Мартина означает, что мы никогда не узнаем, как невинный ребенок бесследно исчез в те выходные в национальном парке в 1969 году. Государственный парк Логово Дьявола, несмотря на свое название, является живописным природным заповедником в северо-западном Арканзасе. Как бы прекрасна ни была эта скалистая пустыня, она также стала местом одной из самых страшных происшествий. В этом национальном парке исчезла маленькая девочка летом 1946 года. 8-летняя Кэтрин Ван Элст отдыхала со своей семьей в хижине в этом парке, глубоко в горах штата Арканзас. Это был ее первый отдых, и семья праздновала 25-летие свадьбы ее родителей. В новостях во время исчезновения говорили, что ребенок потерялся, когда возвращался в семейную хижину из соседнего ручья. Семья быстро поняла, что Кэтрин пропала. После 3 дней поисков
Местный шериф приказал отцу Кэтрин отпустить всех людей, принимавшие поиски девочки на отдых. К тому времени все боялись, что она будет мертва. 3 дня потерянная и одинокая в дикой местности девочка нанесла огромный физический урон большинству людей, которые ее искали, не говоря уже о ней самой. Кэтрин была найдена на 6-й день. Несмотря на облегчение семьи, маленькая девочка была обнаружена в пещере примерно в 30 милях от лагеря ее семьи. Самым главным вопросом всех было, как 8-летняя девочка прошла расстояние в 30 миль и прожила 6 дней без еды и воды, без нормальной одежды и любых условий тепла и сна. Один из членов поискового отряда, студент Волок Дивчик, объяснил, что когда Кэтрин нашли, она произнесла вот эти слова: «Я спокойна», в ответ на крик одного из спасателей. Как сообщается, она без проблем вышла из пещеры, и девочка была ничуть не напугана. На ее теле не было никаких следов царапин или еще каких-либо повреждений. Она была благодарна за спасение, и позже она рассказала, что провела первую ночь просто лежа в траве. Перед тем, как дойти до пещеры, она питалась дикими ягодами и 3 водой из ручья. По сей день мы не знаем, как ей удалось выжить в столь диких условиях и как ей удалось пройти так далеко. Государственный парк Devil's Den потряс весь мир событиями, произошедшими в 1946 году. Местные называют окрестности «Долина смерти немцев». Это национальный парк расположен в северной части пустыни Мохаве, на границе Калифорнии и Невады. Для одной несчастной группы немецких туристов Долина смерти должна была оправдать свое зловещее название. 8 июля 1996 года немецкий архитектор Эгберт Римкус со своей супругой Корнелией Майя, сыном Йорк Вебер и дочкой Майей отправились в Лас-Вегас. Группы арендовали стандартный пассажирский микроавтобус на празднике. Ровно через 2 недели после начала отдыха они должны были лететь домой, в Дрезден, в Германию 27 июля. Но они не сели в самолет. 21 октября автомобиль был найден на бездорожье. Полиция сразу задалась вопросом, откуда там эта машина и чья она. Когда были проведены проверки номерных знаков, выяснилось, что автомобиль был арендован Эдвардом Ринкером и его семьей. Информация позже показала, что они направлялись в Национальный парк Калифорнии, но где-то между Вегасом и Йосемити все пошло очень плохо. Самый вероятный вариант, что группа пыталась следовать более коротким маршрутом. Считалось, что он был взят из путеводителя, купленного в туристическом центре. Ферн-Крик – это было последнее место, где немцы Долины смерти, как их позже назвали, были замечены живыми. После того, как они покинули Ферн-Крик, они путешествовали по различным туристическим объектам. Группа подписала бортовой журнал в заброшенном шахтерском городе Уорм-Спрингс, написав: «Мы идем через этот перевал, который считается перевалом Менгеля, печально известный кровавый маршрут». Следователи считают, что группа, поняв, что они попали в тупик, пытались проехать через перевал Менгеля. Пожалев о том, что они там поехали, они натыкаются на военно-морскую базу. Подъехав к ней и пытаясь узнать, как им выбраться, они поняли, что база заброшенная. Потеряв надежду найти помощь, группу больше никогда не найдут живыми. В 2009 году останки отца семейства были найдены в 8 милях от того места, где был найден автомобиль. Найденные кости женщины считаются останками его супруги, но останки остальных найдены не были. Дело тянулось без ответа в течение 13 лет. Однако вопрос, почему группу не нашли раньше, остается весьма открытым. Ведь поисковая операция тщательно осмотрела все окрестности, и власти изначально были уверены, что найдут тела, но понимали, что не живых. Так далеко от ближайшего города и без машины. Но представить реальное бесследное исчезновение всех остальных членов семьи страшно. Съели их дикие животные, или же что-то мистическое произошло с ними в этом лесу, так как животные не оставили бы и останки родителей.